Сегодня будем разбирать важный вопрос длины ног. То есть два варианта. Либо у человека перекошена плоскость таза, и тогда при физической одинаковой длине костей одна нога кажется, что она длиннее другой. Соответственно, нужно плоскость таза выправить, а перекашиваться она, потому что смещается поясничный позвонок и начинает как-то человек вот так вот ходить, щадить свою поясницу. Но длина ног при этом одинаковая, то есть можно манипулировать, можно и есть хорошая перспектива на выправление. И другой вариант, что действительно длина ног физически отличается, пусть даже при перекошенной плоскости таза или нет, неважно. Если длина костей уже разная, то перспективы на, скажем так, полное исцеление путем мануальной терапии ее нет. Да, можно улучшить, но иногда можно даже вообще за это дело не браться. Момент принципиальный почему? Потому что сколько раз я слышал таких историй про маленьких детей. Ортопед кладет, на кушетку, допустим, там ребенка или подростка, так вот пяточки складывает и говорит: а у вас разница в 1 сантиметр. Не могу не шутить достаточно зло на эту тему. Почему? Потому что он должен был кости промерить, а не пяточки складывать. И родители, убитые горем, все, у ребенка разная длина ног, вам ничего не поможет, только обувь, на всю жизнь он инвалид. Хорошо, если они пришли ко мне, мы физически меряем кости, сейчас, кстати, покажу как. И я доказываю, что длина костей одинакова, мы плоскость таза меняем, у вашего ребенка есть перспектива. Хорошо, если они пришли, а если не пришли? Вот, в общем, снимаю видео, чтобы разобраться наконец-то. Итак, берем рулетку. Можно взять гибкую ленту, но вот мне рулетка больше нравится. Берем ориентиры. Для бедренной, кости нащупываем вертел. Если, стали вот так вот вести руку по боковой поверхности, то тут все мягкое-мягкое, потом таз, потом снова мягкое-мягкое. И вот он вертел. Самую верхнюю костную точку нашли. От нее будем отсчитывать. Дальше на уровне колена, посередине, надмыщелок наружный, его тоже нащупываем. Под кожей чисто кость, без всяких даже сухожилий. Вот они, нашли. И теперь между ними замеряем расстояние. В моем случае левая бедренная кость 44 сантиметра, правую сейчас будем сравнивать. Правая бедренная кость тоже 44 сантиметра. То есть суть не в сантиметрах, в том, чтобы слева и справа было одинаково или не одинаково. Меряем отдельно бедренная и отдельно большеберцовая. Большеберцовую меряем также от надмыщелка и по выступ лодыжки, там где малоберцовая кость с голеностопным суставом. Левая голень у меня 41 сантиметр и правая, будем надеяться, что столько же. Правую голень я себе намерил 41,5 сантиметра. То есть, по ощущениям многие у меня все-таки одинаково, поэтому 5 миллиметров отложим на погрешность измерения. Конечно, в идеале я должен был лечь, и кто-то должен был мерить меня лежа. Теперь что делать с результатами измерений? То есть, если вы выяснили, что по факту у вас ноги вроде бы одинаковой длины, но тем не менее вы уже где-то наблюдаетесь, там ортопеда или где, и вам даже прописали ортопедическую обувь, знайте, таз можно выправить. Но для этого нужны руки специалиста. Самостоятельно, если таз уже перекосился, вы, конечно, ничего не сделаете. Но руками специалиста можно. Специалиста можно найти, это не страшно, придется поискать, может по отзывам или где-то, но это реально. Если же длина костей разная, то есть разная больше, чем на 5 мм разница, то в таком случае либо компенсация, как раз ортопедическая обувь для этих ситуаций, либо какие-то оперативные вмешательства. То есть, как правило, недостающую длину просто наращивают. Я не буду сейчас рассказывать, как это делается, но это тоже можно все сделать. Это не проблема. Главное, что надо понять. Если у вас одинаковая длина ног, но при этом вам навязывают ортопедическую обувь и говорят, что без нее вы никак не справитесь. А если мы уже решили, что если длина ног одинаковая, но таз перекошен, вы ортопедической обувью перекос таза загоняете на привычку, усугубляете костные изменения, то есть в перспективе вы делаете себе хуже. Если есть перекос и его можно исправить, а 90% исправить можно, его нужно исправлять, как только вы об этом подумали. Не тратьте время на компенсацию. Это все угнется после 30 лет. А угнется так, что вам лучше не знать. Просто поверьте опыту.